Всем большой привет! Друзья, давайте приготовим очень вкусные, мягкие, воздушные ватрушки с творогом и ягодами. И как всегда мне помогает мой лучший помощник и дегустатор Вася. Вот что мне понадобилось для этих булочек. Также весь список будет внизу в описании под видео. К сухим дрожжам добавляю сахар и немного перемешиваю. Сюда же вливаю слегка теплое молоко, перемешиваю и отставляю в сторонку постоять на 10 минут. Сливочное масло растопила в микроволновке и даю ему остыть. В муку здесь у меня 400 грамм или 2 стакана с горкой. Добавляю оставшийся сахар, соль, перемешиваю и делаю углубление. Постепенно вливаю дрожжевую смесь. Перемешиваю. Теперь добавляю яйца и слегка теплое растопленное сливочное масло. Ввожу немного муки и снова перемешиваю. Теперь тесто перемещаю на стол и вымешиваю 10 минут. Оно должно остаться мягким и слегка липнущим к рукам. Дно глубокой миски смазываю растительным маслом, также руки и немного теста. Кладу тесто в миску, накрываю полотенцем и ставлю в духовку, включенную до 40 градусов, на 1 час приблизительно, чтобы тесто созрело и поднялось. Прошел 1 час, достаю тесто и обминаю его. Взвесив тесто, я делю его на 9 частей. Тесто можно делить, отщипывая приблизительно равные кусочки. Но в этот раз я решила использовать в помощь весы. Каждый кусочек у меня получился около 93-94 граммов. Теперь беру каждый кусочек, обминаю, растягиваю и собираю все концы к центру. Защипываю и округляю. Получается круглый шарик. Все свои круглые заготовки я уложила на противень, устеленный пергаментной бумагой. Дальше накрываю целлофаном, кухонным полотенцем и ставлю подходить в теплую духовку на 30-40 минут. Пока булочки подходят, приготовлю начинку и кондитерскую крошку или штрейзель. Творог разминаю вилкой, добавляю 1 яичный желток, сахар, мягкое сливочное масло, несколько капель ванильной эссенции. Так как творог у меня мелкозернистый, более однородный, то мне достаточно перемешать хорошо просто вилкой. Пришло время проверить вкус и качество творога. Мой помощник уже готов и спешит на помощь. Все отлично, моя творожная начинка будет просто супер. Дальше делаю штрейзель. Соединяю муку, сахар и холодное сливочное масло. Перетираю руками в крошку, но не сильно мелко. Теперь ягоды. У меня замороженная вишня и черника. Я их разморозила, слила жидкость и распределяю между ними 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Аккуратно перемешиваю. Пирожки буду смазывать яйцом. Поэтому взбиваю 1 яйцо и добавляю немного молока. За 1 час мои будущие ватрушки хорошо подошли. Растительным маслом смазываю дно стакана. Теперь делаю углубление в булочках, прокручивая стакан несколько раз. Перед каждой булочкой дно стакана снова смазываю маслом. В каждое углубление выкладываю по 1,5 столовой ложки творожной массы.
Сверху выкладываю вишни и чернику. Хорошо каждую булочку смазываю яичной смесью с молоком. В конце посыпаю кондитерской присыпкой или штрезелем. Отправляю выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. И вот такие румяные, воздушные, мягкие ватрушки у меня получились. А какие они вкусные, просто не хватит слов. Очень вкусная, ароматная творожная начинка и также хрустящая присыпка. Обязательно как-нибудь приготовьте такие ватрушки для своей семьи или для друзей. Друзья, надеюсь, мое видео вам понравилось или было чем-то полезным. И если это так, ставьте лайк и не забудьте подписаться. Обязательно прочту все ваши комментарии и постараюсь ответить. Ну и как всегда, желаю вам всего самого доброго и самого вкусного. С вами была Оксана. До следующих выпусков. Пока-пока.